Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сейчас у нас новая ветка итальянская вышла. Я каждый день снимаю обзоры по этим ПТ-САУ. Вот, и сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ итальянская 8 уровня Самовента CC67, проходная прокачиваемая ветка. Вот она, скоро уже 9 будет, ну и потом 10. Вот, сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой тачке. Вот, я сразу скажу, что я уже выкачал топовую пушку и топовую башню. Это самые важные моменты для этой ПТ-САУ. Вам нужно на начальном этапе стремиться именно к этому. А вот потом уже двигатель и ходовая. А почему так? А вот давайте разбираться. И предлагаю сразу же отправляться смотреть бронирование Самовента CC67. Погнали. Итак, вот наша ПТ-шечка. Ну и давайте с корпуса начнем. В центральной части у нас 175 мм приведенки 200. Ниже идет, ну так оно и остается в районе 200. ВЛД у нас 244, 230, в верхней части 210. Но там хороший угол наклона брони. И система пишет рикошет 200. А надгусеничные полки 106, но тоже система пишет рикошет, потому что ну очень хороший угол наклона. Вот, и если мы на этой ПТ-САУ будем играть от переда, рымбовать, то вы сами видите, какая приведенная броня уже начинается. Даже на НЛД. Попробуй, что называется, пробей. Но подставляете место корпуса бокового под каток, куда уже вас, конечно, будут рвать. По поводу башни. Сразу смотрим маску. В отличие от 7-го левела, здесь ее зашили. И у нас здесь просто невероятная броня в районе 300. Основной лоб башни 284, 280, здесь 295, щеки 300, 400, там вообще 700. Вот, а лючков у нас нету. Крышка верхней 50 мм под сумасшедшим углом. И система, конечно же, пишет рикошет. Максимум по правилу 3 калибров можно туда закинуть из пушки более 150 мм. Если вы найдете такую в игре на своем танке. Вот. А борт у нас 60. Это, конечно, не самый крепкий борт, но даже на нем можно танковать. Можно. Главное не перекручивать. Вот сами видите, 300. Вот так. 300, 250. Так. Тук-тук-тук. 300. И рикошет. Так. Ну, ё-моё, можно и рикошет. Не-не-не. Танковать можно от борта. Все здесь круто. Короче, супер непробиваемая башня. Нормально танкует от борта. Хорошо танкует от переда, если выезжать под углом. Вот под таким. То есть, в принципе, можно даже чего-то там рикошетить и не пробитие ловить. Вот такая броня. Погнали. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули. Вот тут самое интересное. Сразу скажу, начну чуть с другого. Я уже говорил, что надо начинать качать через башню на топовую пушку. Рация у меня уже была изучена, думаю, у вас она будет изучена, если вы вообще качали итальянские танки. По поводу подвижности сначала скажу. Танк, ПТ-САУ вполне себе вменяемо подвижная. Поэтому рваться там на подвижность, прокачивать топовый двигатель сразу нет никакого смысла, что там, тем более, что там прибавка небольшая, всего лишь 50 лошадей добавляется. По поворачиваемости, подвижности на месте она тоже вполне себе бодро крутится. Здесь 27, здесь 25, плюс 2 градуса в секунду. Так что тоже можете не рваться. А вот теперь по поводу башни. И здесь есть разница. 230 пробития. Здесь у нас броня 260 и плюс обзор 10 метров. Но самое главное это 260. Почему все-таки эту пушку выбрал, а не вот эту? Потому что альфа выше.
Бронепробитие гораздо выше, особенно на голде, и голда здесь кумулятив. Вот. А вот по всем остальным характеристикам понятно, что это более точная пушка. Время сведения более комфортное. Но мы обязательно, я уж точно до нее дойду, ее поставлю, попробую, покатаю. Но на начальном этапе рекомендую сделать так, потому что вам нужна более бронированная башня. Поэтому идите через башню. Вот. А так, ваша задача, конечно же, выкачать топовую пушку либо эту, либо эту. Сразу скажу, ПТ-САУ на стоке, вы на нее залазите, если у вас нет свободного опыта, вы начинаете вот прям потеть, играть на этой пушке, это жесть. С бронепробитием даже на голде 212 у вас весь зад сгорит, вы подумаете, что это ПТ-САУ конченый. А вот когда вы ставите топовую башню и топовую пушку, ПТшка преображается, прям преображается. Думаю, когда еще выкачать эти два модуля, она прям будет must have. Так, по поводу полевой модернизации, к прочности ходовой, ТР-ТРы, ПР-ПРы, я бы поставил вот это, потому что на месте она и так замечательно крутится. Если вы прокачаете потом до полевой уже модернизации, получается, топовую ходовую, то лучше брать вот это во втором блоке. В четвертом скорость сведения к точности. Давайте смотреть, а что у нас тут. Точность у нас 0.37, сведение 1.97. Либо не качаете ничего, либо качаете вот это. 2.07 это еще более-менее комфортное сведение, а вот точность пушечки повысите до 0.36. В пятом блоке, так, незаметности после выстрела к обзору плюс 2%. Мы штурмовая ПТ, ставим штанговый перископ. Мы не сидим в кустах на них, у нас броня. Так, идем в ангар. Угу. По поводу оборудования. Я сборочку это сделал для стока. И сейчас начал катать, пока не выкачал топовый двигатель, топовый ходовой, рекомендую ставить турбонагнетатель. По той простой причине, что без него прям совсем медленно едет. Вот. Ну и, конечно, поставил улучшенный прицел, потому что у нас топовая пушка, и у нее, конечно, разброс не самый лучший, поэтому прицел помогает. Ну и, конечно, поставил еще усиленный привод наводки, чтобы она сводилась побыстрее. Я думаю, сюда можно однозначно еще ставить либо вентилятор, это вместо, например, либо прицела, либо приводов. И можно сюда ставить еще УМП и даже закалку. То есть закалку можно ставить. Вариантов сборки тут очень много. Пробуйте, катайте, как вам больше зайдет. Мне заходит на точность, на сведение и на скорость. Хотя попробую, наверное, тоже и на закалке покатать. Вот, по снарядам здесь все интересно. У нас основной снаряд ББХ с бронепробитием 226. А учитывая, что это такая условная ПТ-САУ, больше напоминает тяжелый танк с хорошим бронированием и поворотной башней, то в принципе в упоре драться нормальная тема. Но голда вообще хорошая. 902 метра в секунду летит, бронепробитие 300. Так что, ой-ой-ой, что на этой ПТшке, я думаю, творить можно. Вот, фугас вообще не интересует. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Как и на 7 уровне у нас 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым боевое братство. Далее качаете, как показано в табличке. Вот, по пушке УВН у нас минус 10. Вот при такой сборке без вентиля мы заряжаемся 23:44, почти 24 секунды. Да, к сожалению, досылатель сюда поставить нельзя. Вот. По ХП у нас все хорошо. Я как считаю, для 8 уровня 1300 ХП это вполне себе. По мобильности с турбиной 39 вперед, 18 назад, почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. Даже учитывая, что мы штурмовая ПТ, да, мы не маленькая ПТшка. У нас 33% незаметности неподвижной машины и 20 движений, что отличает от тяжелых танков эту машину. То есть тяжелых танков никакой такой незаметности нету. А здесь есть ПТшка. Хотя по факту больше напоминает по геймплею тяжелый танк. Реально.
особо интересный геймплей. Вот. По обзору мы прям слепые. 379 метров. Увы, да, на этих ПТшках обзора нет. Штурмовая ПТ. Вот. Давайте по плюсам, минусам этой машины. Танчик, в принципе, не прямо ах какой огромный, но все-таки размер у него есть. Это не какая-то мелкая кустовая ПТ типа Су-130ПМ, к примеру, да. Это штурмовая ПТ. По броне однозначный плюс во всех смыслах. Вот восьмерка, я думаю, она будет занимать самое топовое место во всей ветке итальянских ПТ САУ. То есть у нас просто исключительная броня в башне. У нас очень уверенная броня в корпусе, ВЛД неплохое, НЛД тоже, а если рамбовать, то вообще класс. Если играть от борта, тоже можно, как бы борт держит удар. По броне 5 с плюсом, по пушке тоже 5 с плюсом. Хорошие УВН, достаточно неплохая скорость полета снаряда, отличное пробитие на кумулятивном снаряде, уверенно хорошее пробитие на обычном снаряде на ББшке. По незаметности, даже мы при том, что мы штурмовая ПТ, у нас хорошая незаметность. Ну и единственный минус, подвижность неплохая. Вкачать модуль на двигатель на ходовой и будет вообще супер. У нас только единственный минус, это обзор. Мы слепые, нету обзора. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, что на этой ПТшке может делать современным брендами. Погнали. Так, попали мы на Малиновку. Попали к 10 левелу. У нас обзор боем ПТ САУ итальянской 8 уровня. Самовент ЦЦ-67. Мы на топовой пушке башни, но без топовой ходовой и двигателя. Я уже решил снять обзорчик. 2 арты, это прискорбно, да. Ну чё, я придумал прекрасный план. Кранваген. Ну ладно. Поехали за Кранвагеном. Мы же штурмовая ПТ. Ехать будем долго. Где у нас Крайслер интересно играет, видели? За камешком. Дэвид, я понимаю, Яга. ФВ-4005. А вот Крайслер просто с ультимативной броней. Это по броне танк 10 уровня. Базюльку Дэвид. Ну и правильно. Чё? Напрягаться. Марамойка пришла не одна, а с Арменом. Бородач. Вот дает у них Юдус. Занял хорошую позицию и зачем-то поехал сливаться. Охренеть. Че люди о чем думают, играют? Делать будем. Я не знаю. Сейчас арта пришлет говна. Слава богу, не будет. Приветствую тебя, брат, категорически.
чайника, привет! Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Какой коньяк? Я не в курсе, ребят. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Так, сказал бедняк. Армян из Чебуречной. На чайника пришел. Вот бабаха вообще не нравится эта тема. Надо отойти за кустик. И перезагордиться. Так, ну у меня блайнд, я думаю, в бабаху зашел. Ну, ребята, против десяток деремся. Нифига себе. Эх, бабаху бы подсветить, мы бы ее бы добили. Александр Родионович Бородач. Вот, Старались весь больно день. ей. Все, Кто-нибудь с приблизится бабахой хотя бы на метр, покончили, с тем, что такое уже не так произойдет. страшно. Вперед. Бабахи нет, уже можно воевать. Шпили-выли Опа. делать будем. Привет. Недоразумение, ребят. Так, давай, 1400 давай, ладно. насветили. Едем дальше. Шпак работает. Шпак. Оп. Все. Отработал. Поедем светить дальше, пытаться. Я не растерялся, я же охранник. Он охранник Здрасте. с 20-летним стажем. Вот мы Ой, и на насветили. остатки. За домик спрятался. Ты красавчик. Ну что, нормально, суммы почти 3К сделали, план, так сказать, выполнили. Почти. Вот так опустят ниже плинтусы. Вот, пережили Не Ягу, даст. танканули урона. Ну, уже использовать все. ее по ее прямому Да, назначению. Ягу убили. Ладно, сумма у нас получилась 3500 урона. 1300 натанковали, но это бой против десяток.
безусловно, я здесь, хоть это штурмовая ПТ, сильно не штурмовал. Но хотя штурмовал, даже против десяток. Топовая пушка на голде. Можно против десяток играть. Броня позволяет реально хорошо танковать. Поэтому думаю, что ПТшка на 8 уровне итальянская, ЦЦ-67 это, да, самовента, ну прям хороша. Однозначно. У нас же блайнд, наверное, еще был, нет? 1800. Мы, наверное, блайнд не пробили, что ли? Нет, почему? 1800. Не, ну так и есть. 3500. Сколько мы на голде потеряли? Минус 500. Не так уж и много, хотя очень много снарядов отстреляли. Ребята, мне нравится эта ПТХ по броне. Мне нравится она по пушке, на топовой пушке. Еще докачать топовые двигатели ходовую, и можно уже выходить на девятку. Вот. Пишите свои комментарии, как вы считаете, какое все-таки оборудование лучше ей заходит. Без турбины, без топового двигателя и ходовой, я думаю, не пойдет. Точность у нее не самая лучшая на топовой пушке, поэтому тоже без прицела. Ну и сведение аналогично, что называется, вкладывать. То есть в данном случае она прокачана на точность и подвижность. Вот, ставьте лайкосы, мы ПТшки ставим 4 с плюсом, поставим почти 5. Даже, наверное, ближе к 5. Подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч в новых обзорах на моем канале. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.